В первом видео этой серии я рассказала о том, как найти свой внутренний центр и закрепиться в нем. Ссылка на это видео есть в описании. Ваш внутренний центр может находиться на уровне тела где угодно. Это может быть область солнечного сплетения или сердца, область горла или затылка, средний или нижний отдел позвоночника или какая-то другая область тела. Сосредоточьтесь на этой точке. Снова скажите про себя несколько раз «Я есть» и снова закрепитесь в этой точке. Чувство опоры должно становиться более основательным, а сама опора более прочной. Посмотрите на себя ребенка из своего внутреннего центра. Не отождествляйтесь со своим детским образом, не застревайте в нем, в своем прошлом, смотрите на него как бы со стороны. Теперь перенеситесь в свои юношеские годы. Затем посмотрите на себя в своем нынешнем возрасте. После этого из своего центра посмотрите на себя в будущем, каким вы себя представляете. Наблюдайте как бы со стороны. Из внутреннего центра вы можете воспринимать всю свою жизнь как единый момент настоящего. И этот момент не проходит, он может пребывать здесь и сейчас вечно. Вы прикоснулись к истинной сути жизни. Жизнь представляется нам линией, по которой идет движение из прошлого в будущее, только из-за ограниченности нашего восприятия. На самом деле это некое пространство, где нет времени. Человеческий ум очень ограничен, но то, что ему не понять, вы можете почувствовать. Установите свое внимание в свой внутренний центр, в центр своей жизни. Ощутите внутреннюю опору и воспринимайте все пространство своей жизни из этого центра. Повторяйте «Я есть». Этими словами вы сообщаете Вселенной о своем существовании как человека. Ведь человек отличается от животных осознанностью. Большинство людей отсутствует в своем внутреннем центре. Они даже понятия не имеют, что этот центр у них существует. А когда капитан отсутствует на капитанском мостике, его судно плывет по воле волн как попало. Вселенная при всем искреннем желании оказать помощь такому судну не может это сделать. Нет же никого, кто способен принять эту помощь. Конечно, это метафора, но теперь вам должно быть ясно, почему так важно обрести свой центр и укорениться в чувстве «Я есть». Так вы заявляете Вселенной, что вы вообще существуете как человек, что у корабля вашей жизни есть капитан. Ваш внутренний центр, который вы открыли в себе, это координаты, по которым может быть предоставлена помощь в случае необходимости. Вы, наверное, много раз слышали, что Вселенная изобильна и что ее благ хватит на всех. Вы, скорее всего, как и многие другие люди, не верите в это, потому что ведь эти блага до вас не доходят. А все потому, что вы не обозначились светящейся точкой «Я есть». Когда вы находите внутреннюю точку опоры, вы получаете ключ к управлению своей жизнью. Ваше истинное «Я» владеет этим пультом управления не случайно. Все границы существуют только в материальном мире, и они условны. Наверное, это вас удивит, но ваше внутреннее пространство может вмещать в себя и внешний мир тоже. Для вашей истинной сути, для духа границ нет вообще, нигде и ни в чем.
А это значит, вы можете помещать в свое внутреннее пространство любые объекты внешнего мира и менять их, оставаясь при этом в центре. Закройте глаза, направьте внимание на свой внутренний центр. Ощутите точку опоры в себе. Вы сразу же чувствуете покой и умиротворение. Нарисуйте в воображении то помещение, в котором сейчас находитесь. Смотрите на окружающую обстановку из вашего центра. Теперь комната как бы оказалась в вашем внутреннем пространстве. Точно так же, наблюдая из центра, вы можете представить любое место, где бы оно ни находилось. Для духа нет ни времени, ни расстояния, и потому вы можете поместить в ваше внутреннее пространство все, что угодно. Вы центр, именно поэтому вы можете управлять своим внутренним пространством, помещать туда любые объекты, менять их на другие. Сделайте это. Несколько раз смените содержание вашего внутреннего пространства, уберите одни объекты и поместите другие. Объектами может быть все, что угодно. Любые помещения, люди, животные, предметы, пейзажи, детали любой местности. Научитесь управлять своим центром и своим внутренним пространством, и вы сможете управлять своей жизнью. Запомните ощущение, как вы, оставаясь в центре, управляете объектами. Вы управляете миром, а не он вами.